На небольшой ферме в предгорьях Кавказа у 12-летней Кати была лучшая подруга, кобыла по кличке Зорька. Отец Кати, суровый фермер Андрей, часто шутил, что дочь проводит в конюшне больше времени, чем в школе. Лошадь платила девочке абсолютной преданностью. Она ходила за ней как собака и никогда, даже случайно, не толкала свою маленькую хозяйку. Но в тот жаркий июльский день случилось то, что заставило кровь в жилах отца застыть. Катя вывела Зорьку попастись к старому ручью, где трава была по пояс. Все было как обычно. Девочка что-то напевала и плела венки, а лошадь мирно щипала клевер рядом. Андрей наблюдал за ними с крыльца, ремонтируя сбрую. Вдруг Зорька резко подняла голову. Ее уши прижались к затылку, глаза налились кровью, а из ноздрей вырвался громкий, яростный всхрап. Катя, ничего не замечая, протянула руку, чтобы погладить любимицу по морде. В эту секунду животное словно взбесилось. Зорька сделала резкий выпад, оскалила крупные желтые зубы и с силой схватила девочку за плечо куртки. Андрей не поверил своим глазам. Его смирная лошадь рванула ребенка вверх и буквально швырнула Катю в сторону, как тряпичную куклу. Девочка отлетела на пару метров и упала в кусты полыни, закричав от ужаса и боли. «Ах ты, тварь!» — заревел Андрей. Пелена ярости застлала ему глаза. Он схватил тяжелый кнут, лежавший на перилах, и бросился к ручью. В голове стучала только одна мысль — убью. На мясо сдам бешеную скотину. Он бежал, слыша плач дочери, и его сердце разрывалось от гнева. Зорька не убегала. Она стояла на том самом месте, где секунду назад была Катя. Лошадь вставала на дыбы и с глухим стуком, всей массой, била передними копытами в землю, превращая грунт в месиво. Андрей подбежал, замахнулся кнутом для страшного удара, но вдруг замер. Его взгляд упал под копыта лошади. Там, в дорожной пыли, извивалось перерубленное мощными ударами тело огромной гюрзы, одной из самых ядовитых змей в этих краях. Гадина, видимо, спала в прохладной траве, и, потревоженная шагами ребенка, уже свернулась в пружину для смертельного броска. Укус гюрзы в шею или лицо был бы для девочки приговором. Зорька заметила смерть раньше человека. У нее не было времени оттеснять хозяйку боком. Она приняла единственное решение — грубо, больно, но мгновенно убрать ребенка из зоны поражения. Она вышвырнула Катю из пасти смерти, а сама осталась, чтобы затоптать врага. Кнут выпал из рук Андрея. Ноги подкосились. Он подошел к дрожащей лошади, по морде которой текла пена, и к подбежавшей, перепуганной Кате. «Прости, прости меня, родная», — шептал суровый мужик, обнимая шею животного и прижимая к себе дочь. На плече Кати остался огромный синяк. Но этот синяк стал для отца напоминанием о том, что настоящая преданность иногда выглядит пугающе, а животные порой мудрее нас. В тот вечер Зорька получила ведро отборных яблок, а Андрей навсегда уяснил: прежде чем судить, посмотри, что скрывается в траве. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.